Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о бенгальских кошках. Что мы знаем о них? Бенгальские огни видели, а о бенгальских кошках слышали немногие. А кто слышал и видел, скажет, что это такая редкая порода кошек, и только ли домашняя. Откуда она появилась? Очень уж она необычная. Вот поэтому здесь и сейчас мы и поговорим о них поподробнее. Поехали! Бенгальская кошка или карликовая кошка, или дальневосточный кот, она же азиатская леопардовая, вид кошачьих из подсемейства малых кошек. Дикую бенгальскую кошку начали классифицировать с середины 19 века. Название этой красотки дали по местности, где европейцы впервые их увидели – Бенгалия. Это регион в Южной Азии, расположенный в северо-восточной части Индии. Кстати, бенгальские огни появились в Древней Бенгалии. Местные жрецы использовали горючие смеси в храмах для создания яркого пламени во время религиозных обрядов. Попав в Европу, огни стали праздничными, а пиротехники добавили железные опилки для создания знакомых нам искр. С бенгальскими огнями разобрались. Переходим непосредственно к кошечке. Со временем выяснили, что бенгальская кошка водится не только в Бенгалии, поэтому столько и названий помимо бенгальской. Долгое время дикую бенгальскую кошку делили на множество разных подвидов, в зависимости от того, где она живет – на островах, в тайге или в джунглях. И из-за этого ученые постоянно спорили, кто есть кто. Амурский лесной кот или дальневосточный кот, ранее подвид бенгальской, обитает на Дальнем Востоке России, Приморский край, бассейн реки Амур, в Корее, в северо-восточном Китае. Из-за сурового климата он обзавелся очень плотным, длинным и густым зимним мехом серовато-бурого цвета с размытыми нечеткими рыжими пятнышками. Ириоматейская кошка – крайне редкая и изолированная популяция, обитающая исключительно на японском острове Ириомоти. Долгое время считалась уникальным видом, но генетический анализ показал, что это обособленная островная форма бенгальской кошки. Отличается более массивным сложением, короткими лапами и округлыми ушами и темным окрасом. Цусимский кот – региональная популяция бенгальской кошки на японском острове Цусима. Морфологически и генетически этот кот очень близок к амурскому лесному коту и приспособлен к жизням в условиях умеренного климата. Ранее к подвидам дикой бенгальской кошки относились популяции, населяющие Зонские острова – это Ява, Суматра и Борнео. Генетические исследования выявили между ними и материковыми кошками значительную эволюционную дистанцию. И вообще за последнее время генетики провели масштабную проверку и решили, официально существует только два подвида. Материковый – сюда объединили всех кошек, которые живут на Большой Земле, от морозного Дальнего Востока и Сибири до жарких джунглей Индии и Таиланда. И островной – палаванский – это кошки, которые изолированно живут на Филиппинских островах, в основном на острове Палаван. И хотя официально подвидов теперь всего два, в разных странах зоологи по привычке продолжают делить кошек по старинке. Как вы успели заметить, внешний вид внутри вида диких бенгальских кошек сильно различается. На юге окраска их шерсти более желтая, как у леопарда, а на севере она преимущественно серо-коричневая. Шерсть покрыта темными пятнами, а на голове имеются черные полоски. У северных популяций пятна на шерсти имеют форму кругов, в то время как у южных популяций они не более чем черные мазки. Размер варьируется от 65 см до метра, включая хвост, достигающий 40 см. Бенгальские кошки в основном живут у воды, и для этого у них между пальцами лап развиты небольшие перепонки. Они служат для уверенного перемещения по топким берегам и форсирования лесных рек. В тропических лесах они столь же хорошо приживаются, как и в хвойных лесах, в саваннах или в горах. И да, уникальность дикой бенгальской кошки заключается в ее феноменальной экологической пластичности. Вид сумел заселить колоссальную территорию практически всей Азии. Дикая бенгальская кошка-одиночка, которая терпеть не может чужую компанию и ведет чисто ночной образ жизни. Весь день этот скрытный хищник отсыпается в безопасных убежищах, забирается в дупла старых деревьев, прячется в узких расщелинах скал или занимает чужие брошенные норы. Уникальный пятнистый окрас работает как идеальный камуфляж, поэтому заметить спящую кошку в лесу практически невозможно.
она буквально растворяется на фоне природы. Основной рацион грызуны – мыши, хомяки и крысы. Не откажутся от пойманных земноводных, рептилий и насекомых. Съедят яйца, если найдут. Могут ловить рыбу. Да, в отличие от большинства домашних кошек, дикий бенгалец воду искренне уважает. Он может часами караулить рыбу на мелководье или охотиться на лягушек и речных раков. При этом бенгалы хорошо лазают, перемещаются по деревьям быстро благодаря острым когтям. На свисающих ветках они устраивают засаду и бросаются на добычу сверху. А из-за длинных задних лап траектория прыжка получается идеальной для перехвата взлетающих птиц. Семейная жизнь бенгальских кошек лишена романтики. Это одиночки, которые встречаются исключительно ради продолжения рода на очень короткий срок. В южных регионах брачный период не привязан к календарю, тогда как у северного амурского кота свидания проходят строго весной, чтобы котята появились на свет в теплое время года. Самка обустраивает надежное логово в самых труднодоступных местах. Беременность длится около 2 месяцев, после чего на свет появляются от 2 до 4 слепых и абсолютно беспомощных котят. Вся ответственность за воспитание, обучение охотничьим навыкам и защиту потомства лежит исключительно на матери. Уже к полугоду молодые бенгальцы покидают родительский участок, отправляясь на поиски собственной территории, чтобы продолжить круговорот ночной охоты в диких азиатских лесах. Так они и бегают до сих пор по Азии, скрываясь от более крупных хищников и людей. Однако человеку всегда хотелось приручить недоступное, и наш разговор плавно от диких переходит к домашней бенгальской кошечке. Создателями этой породы руководило одно желание – иметь дома ласковую и добродушную кошку с диким обликом. Именно такая идея заставила американку Джин Милл взяться за работу над бенгальскими кошками. Вообще-то она сначала предполагала скрещивать персидских и сиамских. Учась на факультете генетики, она в 1946 году даже написала курсовую работу на эту тему. Но профессор только посмеялся над планами Джин. Он ждал от нее научных изысканий в сельском хозяйстве, а не фелинологии. Но девушка от мечты не отступила и была одна из первых, кто скрестил сиамку с персом и получив кошку гималайской породы. После этого успеха у нее появилась идея повязать дикую бенгальскую кошку с домашним котом, чтобы получить миниатюрного леопарда. В 1961 году ею была привезена азиатская леопардовая кошка из Азии, и она была просто счастлива, когда обычный черный кот обратил на азиатку внимание. От их союза родилась кошечка Кин-Кин, которая воспитывалась вместе с гималайскими котятами, но взрослея стала отдаляться от них, иначе играть и вместо привычного мяуканья шипеть или порыкивать. Обедать она предпочитала в одиночку, отгоняя остальных, а потом и вовсе открыла на них охоту. При всей своей ненависти к другим животным, Кин-Кин проявляла уважение и даже любовь к своей хозяйке, и это дало ей стимул продолжить эксперимент. Она повязала Кин-Кин с тем же черным котом, и родились пятнистый кот и черная кошка, похожая на маленькую пантеру. Характер у пантеры оказался отвратительный, поэтому все надежды на получение маленьких леопардов Джин возложила на молодого кота. Однако он погиб, а вскоре Милл узнала, что даже если бы этого не случилось, то эксперимент все равно бы не удался. Все самцы второго поколения бесплодны. Тогда Милл решила оставить свою мечту, которая не выдержала проверку трудностями. Азиатскую кошку она отдала в зоопарк, а Кин-Кин и ее дочка погибли от пневмонии. Казалось, что потерпевший крах проект уже никогда не будет возобновлен. И только спустя 20 лет Джин Милл вернулась к делу всей своей жизни. В 1980 году генетики из Калифорнийского университета передали ей котят-гибридов, полученных от скрещивания азиатских леопардовых и домашних кошек. Джин с огромным энтузиазмом возобновила сложную селекционную работу. Ей пришлось преодолеть массу трудностей, включая бесплодие самцов первых поколений. Однако ее упорство, научный подход и искренняя вера в успех были полностью вознаграждены. Мир увидел официально признанную уникальную бенгальскую породу. Идеальное сочетание внешности грозного лесного хищника и ласкового характера домашнего питомца.
Интерес к ее представителям возник моментально. Стоило им впервые появиться на выставках, как от покупателей не стало отбоя. Надо сказать, что во время работы над породой Джин брала во внимание не только внешний облик, но и темперамент, выбраковывая агрессивных животных. Покладистый характер и красивый окрас – вот чего хотели люди, и что смогли дать им заводчики породы. Вскоре заводчики загорелись новой идеей – поселить в домах миниатюрных тигров. Замысел родился у Джин Милл в 80-х годах, когда среди бенгальских котят внезапно появился полосатый малыш. Идею развила ее дочь, Джуди Сагден. Сначала она смоделировала образ идеального питомца на компьютере, а затем приступила к скрещиванию бенгалов и обычных полосатых домашних кошек. Джуди целенаправленно отбирала котят с круговыми полосами на морде и теле, напоминающие тигриный окрас. И только в 2006 году многолетний труд увенчался успехом. Новая уникальная порода получила официальное признание Международной ассоциации под названием Тойгер. Но с бенгалами не все так просто, как кажется на первый взгляд. При покупке важно смотреть на букву F в родословной. Это показатель дикости кошки. F1 – 50% дикой крови, прямые дети дикого кота. Это не ручные питомцы, а строгие вольерные хищники. F2 и F3 – внуки и правнуки дикаря. Они остаются независимыми, пугливыми и своенравными. F4 и далее – настоящие домашние бенгалы. Только с 4-го поколения кошка официально считается полностью домашней. Именно такие котята ласковые, дружелюбные и готовы спать на вашей подушке, хотя и сохраняют охотничий азарт, энергию и страсть к активным играм. И внешность бенгальской кошки действительно очень необычна. Главное достояние породы – их шерсть. Существует два основных типа рисунка – пятнистый розетчатый и мраморный марбл. Розетки – это те самые замкнутые или полузамкнутые пятнышки с темным контуром и более светлой сердцевиной, как у настоящего ягуара или леопарда. Многочисленные чистокровные бенгалы обладают уникальной оптической особенностью – глиттером. Это когда каждая ворсинка имеет пустотелую структуру, которая преломляет и отражает свет. На солнце кошка выглядит, как будто ее слегка присыпали золотой или серебряной пудрой. И как их дикие предки, домашние бенгалы – это атлеты. У них удлиненное, мускулистое тело, мощные лапы, причем задние немного длиннее передних, что превращает кошку в идеальную пружину для прыжков, и толстый, похожий на плотный канат хвост. Взрослые самцы могут весить до 7-8 килограммов. Что же можно сказать о характере бенгальской породы? У домашних леопардов действительно много черт от их диких родственников. Они очень активны, даже гиперактивны. С ними нужно довольно много играть и уделять им много внимания, иначе они будут носиться по дому, сбивая все на своем пути со столов и полок, что не приклеено или не прибито гвоздями. Они весьма общительны. Спектр издаваемых бенгалом звуков очень широк. От нежного, деликатного попискивания до утробного рычания. Они будут комментировать каждое свое действие. Поход к лотку, поимку мухи, восхождение на холодильник и, разумеется, вашу медлительность при накладывании еды. Они очень умны, хитры, любопытные и очень своенравны. Их поведение больше похоже на поведение собак, чем кошек. Новый предмет в доме – обнюхать, облазить, обтереть, будто то новая мебель или новая книга на тумбочке. Эти кошки обладают развитым логическим мышлением. Они быстро понимают, как работают дверные ручки и начинают открывать двери прыжком на них, как устроены выдвижные ящики шкафов и где именно хранятся заветные пакеты с лакомствами. И, конечно же, бенгальские кошки любят купаться. Гены азиатского леопардового кота, который в природе живет у водоемов и отлично ловит рыбу, дают о себе знать. Бенгальская кошка с удовольствием примет с вами душ, проверит лапой глубину в унитазе или устроит персональный потоп в раковине, открыв лапкой смеситель. А купать бенгала – сплошное удовольствие. Большинство из них любит воду, и животное запрыгивает в ванну или водоем самостоятельно. При этом вычесывать кошку не нужно, так как у нее короткая и очень мягкая шерстка, которая линяет значительно реже, чем у кошек других пород. И при желании можно один раз в неделю
пройтись по шерстке резиновой расческой. Бенгальские котята обладают невероятно активным и порой разрушительным темпераментом. Если вовремя не заняться их воспитанием, прыгучие и гиперактивные малыши способны превратить дом в руины, оборвать шторы, ободрать мебель или разбить любимые вазочки. И осознание масштабов этого хаоса и сложного характера при осознанном подходе часто заставляет будущих владельцев отказаться от покупки экзотического питомца. Ведь, наверное, самое важное в уходе за бенгальской кошкой – это общение с ней. Кошке нужно присутствие и контакт с хозяином. Особенно это важно для котят. Если в раннем возрасте они не привыкли к человеку, то могут быть диковатыми всю жизнь. Без ранней социализации бенгалы навсегда остаются дикими и недоверчивыми. Разочарованные владельцы, не справившись с независимым характером экзотического питомца, часто просто выкидывают его на улицу. Так бенгал превращается в ненужный балласт, а человеческое тщеславие оборачивается очередной трагедией для животного, брошенного выживать в чуждом ему мире. Многие мечтают о бенгальской кошке, восхищаясь ее красотой. Люди хотят приручить частичку дикой природы ради эстетики и собственного тщеславия. Но именно здесь кроется главный парадокс. Пытаясь запереть в 4 стенах осколок дикой природы, мы забываем, что дикие гены невозможно починить полностью. Экзотический живой трофей в реальности оказывается независимым хищником, который отказывается быть покорной игрушкой. Домашняя бенгальская кошка – это зеркало наших эгоистических амбиций. Популярность породы доказывает, мы часто путаем искреннее восхищение природой со слепым желанием ее приватизировать. Покупая яркую внешность, человек должен быть готов к сильному дикому нраву, который не растворится в домашнем уюте, и по-настоящему восхищаться этой грацией лучше в дикой природе. Наблюдая за бенгалом в естественной среде, мы сохраняем его свободу, а не запираем красоту в клетке человеческого эгоизма. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.